Я в своей жизни видел так много людей, которые так уверенно верят в тонкие энергии, в ауры, что хочется всем сразу им выдать термометр и пропустить через ихнюю ауру обычный электроток, чтобы посмотреть, как у них там все работает. Потому что все чудеса, о которых они рассказывают, у них работают, как правило, только в одну сторону. Когда им выгодно, когда им удобно и когда им хочется выглядеть особенными в глазах окружающих людей. А как только жизнь требует от них простых действий, простых решений, вдруг внезапно выясняется, что реальность, которая нас окружает, сопротивляется. И, конечно, реальность всегда во всем виновата. Реальность всегда во всем виновата, причем сама. Я раньше думал, ну ладно, каждый человек ищет сам себя. Сегодня я чувствую вибрации, а завтра я вдруг стал избранным и всезнающим. И у меня есть миссия по спасению всего человечества. А послезавтра я вижу знаки. Я вижу знаки повсюду, даже в мусорных баках. И ты такой, ну, нормально. Человек развивается. Рассказывает о том, какой он великий, какой он могучий, всесильный. Пересказывает эзотерические книжки, причем слово в слово, и говорит, что у него нет никакой чувства собственной важности. У него нет жалости по отношению к самому себе. У него нет никакого страха. А ты такой смотришь на него, присматриваешься внимательно и понимаешь, это никакое не духовное развитие. Это просто словоблудие. Потому что как только эти люди сталкиваются в жизни с персонажем, что ломает все их стереотипы, все ихнее напыщенное представление о самом себе и пугает их, они тут же превращаются в маленьких серых мышек и бегут в страхе прятаться по углам. И это никакие не просветленные гуру, а просто маленькие детки в штанишках, что заигрались в духовность. И вся правда у них находится только в голове. А реальность? Когда ты в жизни встречаешь настоящего Нагваля, реальность, она совсем другая. И страшно. Здесь уже не до духовности, не до просветления. Вот смотрите, как обычно устроено это представление о самом себе. О том, что ты особенный, о том, что ты избранный, о том, что ты великий. Просветление, гуру, мастер. Сначала тебе кидают фразу, которая звучит как тайный код. Все уже случилось. Все внутри, братан. А внешнее не имеет никакого значения. Вся эта жизнь просто приключение. И это очень удобные отговорки. Потому что если все уже случилось, а просветление оно внутри, то проверить это никак нельзя. А ты такой при этом смотришь на человека, а у него на лице написано, что он просто додик, который не способен элементарно в жизни постоять за самого себя. В какой-нибудь проблемной ситуации или в драке, который не способен не то чтобы кого-то защитить, который не способен элементарно защитить самого себя и отстаивать свои собственные интересы. Но зато на словах
Зато на словах он мастер, он герой, носит маску уверенности и говорит так, как будто он не человек. А он – это обновление прошивки для всего человечества. И главное, он всегда все знает. Всегда. Даже когда его просят объяснить что-то простым языком. Но он не объясняет. Он намекает. А намеки на самом деле это тогда, когда ты прячешь пустоту в красивый дым. И вот эти ребята всерьез уверены, что страх это никакая не болезнь, а это духовный триггер. Вина, стыд – это жизненный урок. Срыв, агрессия, злоба – это коридор. А долги – это карма. То есть, что бы ни случилось в жизни, жизнь во всем всегда виновата сама. Поэтому она, вот такая. Иногда бывает кривая. Просто мы не можем с ней сонастроиться. А знаете, в чем на самом деле истинная правда? Человек, который никогда не падал мордой в грязь, никогда не станет чистеньким и светленьким. Человек, который в жизни ничего не терял, не страдал, не плакал, не был унижен, оскорблен, обижен или даже убит, никогда не сможет понять, что такое истинная радость, что такое счастье, любовь. Человек, у которого в жизни не было никаких проблем, трудностей, никогда не станет сильным. И уж тем более никогда не станет просветленным мастером. Ой. Знаете, в чем проблема всех духовных искателей? А проблема в том, что начитавших каких-то умных книжек, они становятся вдруг все философами, что очень умно рассуждают чужими мыслями об этой жизни. Но когда они сталкиваются с реальностью, с проблемами, с трудностями, то вся ихняя мишура под названием «просветление» вдруг рассеивается, как дым. И все это я называю цирком. Цирком абсурда. И не потому, что все эти гуру-мастера просто клоуны, а потому что они делают из просветления, из духовности какое-то шоу. А самое смешное, они даже не понимают, что выступают на сцене. И они уверены, что несут какие-то тайные знания в массы. Хотя все их знания звучат абсолютно одинаково, причем всегда. Не смотри назад, но верь мне. Я тебе сейчас открою главный секрет. Не трогай реальность, но следуй за моими словами, ибо в них истина. Не бойся ничего. Но если ты боишься, это твоя собственная вина. Потому что ты недостаточно понял. Понял, что я тебе говорю. Караул. И вот тут наступает мой любимый момент. Каждый раз, когда я встречаюсь с этими просветленными гуру. Разоблачение не внутреннее, внешнее. Потому что когда ты ничего не боишься, это никакие не слова. Это действия и поступки. Потому что когда у тебя нет чувства собственной важности, то что бы ни происходило в твоей жизни, это всегда одна и та же реакция. Это смех. Потому что когда у тебя нет жалости к самому себе, это всегда ответственность. Всегда ответственность за каждое сказанное тобой слово. За каждое действие. За каждый свой поступок. И это всегда дисциплина. И это всегда соответствие.
твоих реакций, твоих поступков, твоих эмоций, твоим собственным словам. Это всегда дисциплина. А дисциплина – это никакая не книжная романтика, а это скучная жизнь, которая выглядит как «делай то, что можешь». Что можешь сделать прямо здесь, прямо сейчас. И это не какая-то там вспышка света просветления. И не тоннель в другие измерения. Это состояние, которое ни с чем не спутаешь. Это просто работа. И эта работа иногда трудная, отвратительная. Потому что иногда ты просыпаешься, и тебе не хочется. Тебе не хочется абсолютно ничего. Не то, чтобы там что-то делать. А иногда ты делаешь шаг. И мир тебе не аплодирует, а подставляет ногу. А иногда ты говоришь: я честно хотел, чтобы было лучше. И вдруг понимаешь, что хотел лучше для самого себя, а не лучше вообще. И вот в этом самая большая шутка всей нашей реальности. Когда ты прекращаешь продавать самого себя красивыми объяснениями, у тебя остается только один честный враг. Это ты сам. Твои собственные оправдания, твой страх. Твой страх потерять свой собственный образ, свое собственное лицо в глазах окружающих тебя людей. И тогда вся твоя духовность, вся эзотерика вдруг превращается в пустую коробку. Потому что вдруг что-то пошло не так. Поэтому я больше не верю ни в какие чудеса, которые приходят вместо действий. Я не верю ни в какие медитации, аффирмации. Я верю в поступки. Я верю в действия, которые, если уж быть честным, и есть единственное настоящее изменение самого себя. Ну, а насчет медитации хоть замедитируйся. Так что без всяких там каких-то тонких планов и энергий. Дорогой мой друг, если ты хочешь правду, тогда держись ближе к жизни. Не к легенде про самого себя, про свою собственную избранность. Не к мысли, что все внутри, а к конкретике. Как ты поступаешь, когда тебя трясят? Что ты сделаешь, когда тебя унижают, когда тебя оскорбляют, когда кто-то пытается тебя обидеть? Как ты говоришь, когда тебе выгодно соврать? Говоришь ли ты правду? Как ты делаешь, когда никто не смотрит? И некому продавать свою собственную глубину. Кто ты настоящий для самого себя? В этом правда, в этом истина. А если тебе все это нравится, то отлично. Это тоже знак реальности. Только этот знак без шифра, без кода. Потому что нашей свободе порой бывает не нравится никакая ответственность. Ее просто бесит, что реальность не ведет с нами какой-то там диалог и не прогибается под нас. Реальность просто ведет свой счет твоих намерений, твоих поступков. И она, к слову, всегда права. Истинное благо в гармонии души и тела, в накоплении материальных богатств, не достигнуть сознания предела. Деньги, материальные блага приходят и уходят. Власть, статус, слава за нас человека водят. Каждый человек когда-нибудь
умрет. Ни золото, ни статус с собой никто не унесет. Только бескорыстные поступки во благо общества и его развития дают человеку новые духовные и научные открытия. Жизнь человека недолговечна. Лишь память потомков о нем будет вечна. Когда человек другим благо несет, бессмертие Бога, тогда он найдет. Обязательно